Кэрол Кэтчен, усиление тона в картине. Предыдущие главы есть на моем канале. Глава 3. Тональности свет. Мы видим благодаря свету и тени. Тон – это выражение этого света. Там, где мало света, то и тон темнее. Наличие или отсутствие света является важным элементом дизайна картины. Но свет влияет на искусство и другими способами. Именно то, как свет падает на объект, придает ему трехмерную форму. А градация света может показать нам расстояние в пространстве. Контраст между светом и тенью придает картине большую насыщенность, драматизм. Картина кисти Скотта Прайера «Масло». Захватывающие картины Прайера создают настроение благодаря использованию света. Возможно, первое, что вам следует определить при планировании своей работы, это источник света. Является ли источник освещения естественным или искусственным, ярким или тусклым? И где этот источник по отношению к вашему предмету? Далее идет описание, что чем дальше предмет от источника света, тем более скромно по тональности он будет, менее контрастным. Если на него падает прямой луч света, ваш предмет будет ярко освещен. Если приглушенный источник света или далеко предмет от источника света находится, следовательно, он не так освещен ярко. Иногда художники делят свое изображение на светлую сторону и темную. Однако в жизни, в реальности такого не бывает, потому что даже при наличии одного источника света внутри объекта будут отраженные поверхности, то, что мы называем рефлексами. Упражнение «Источник света». Поместите один объект на плоскую белую поверхность, где он будет освещен ровным общим светом. Не должно быть сильных бликов или теней. Напишите этот объект, концентрируясь на более светлых и темных участках. Затем осветите тот же объект сильным светом справа. Устраните все остальные источники света. Напишите данный натюрморт, уделяя особое внимание областям, на которые падают светлые участки. Когда это будет сделано, переместите свет на левую сторону объекта и сделайте то же самое. Когда вы напишете все три варианта этого натюрморта, поместите их рядом и обратите внимание, как изменились свет и тень, когда вы изменили источник света. Картина слева вверху. Джоди де Пью Маклин «Пастель». Контрастную композицию делает яркий источник света, проникающий сквозь окно. Силуэт фигуры, темные стены и отбрасываемые тени контрастируют с яркими участками картины, образуя интригующий узор абстрактных форм. Свет как предмет. Научиться видеть свет может стать упражнением длиной в жизнь, и для многих художников захват света является самым полезным испытанием.
Часто художников не столько интересуют объекты, которые они изображают, сколько больше интересует изображение падения света на эти объекты. Свет сам по себе является их предметом. От себя добавлю, что здесь речь идет о негативном пространстве. Все, что находится между предметами, все, что находится между двумя темными пятнами, это светлое пятно. Почитайте, узнайте, это необходимое знание для художника о негативном пространстве. Иногда именно узор светлых и темных форм интригует художника. Отбрасываемые тени могут придать визуально привлекательные формы, а также добавить сцене драматизма и загадочности. Отбрасываемые тени редко представляют собой точные силуэты объектов, отбрасывающих их. Тени искажаются из-за угла источника света при падении на неровной поверхности. Также сам свет может падать интересными узорами. Представьте себе солнечный свет, падающий через оконное стекло или листья дерева. Справа вверху Скотт Прайер «Масло». Что делает эту картину интригующей, так это неожиданные тональные отношения. Самая темная часть картины – это то, что находится под подоконником ближе к нам. То, что мы видим через окно, ближе к горизонту, самое светлое в этой работе. Сюжетом этой работы является сам солнечный свет, проходящий сквозь растения. Репродукция картины справа внизу Элеонора Берман «Масло». Сила этой картины в цветовой композиции, созданной узором света и тени. Посмотрите на повторяющиеся продолговатые формы в светлых участках верхней половины композиции и также продолговатые формы в отбрасываемых тенях в нижней части. Типы света. Тип света может быть интересной темой. Свет на рассвете имеет иной характер, чем свет в полдень, и он отличается от света ночью. Есть разница между освещением от свечи и от окна. Соответственно, дождь, туман и снег создают свое освещение. Рассмотрите картины, показанные в этой главе, какие имеют мягкий свет, какие имеют резкий свет, какой свет обозначает определенное время суток, какое освещение характерно для определенного места, как эти различия в освещении передаются через тон. Давайте рассмотрим черно-белую фотографию по работе Пэта Пергера. На кактусы падает яркий солнечный свет, поэтому светлые формы очень отличаются от темных. Вы видите контраст. Ричард Шлосс «Масло», работа внизу, слева. Горизонт плавно списан. Единственный резкий контраст – темный силуэт дерева в углу. Но его художник тоже списал. Работа выполнена в среднем тональном диапазоне. Бергман написал эти кактусы при ярком солнечном свете, что делает контраст цветов в произведении очень драматичным, очень контрастным. А вот пейзажи Ричарда Шлосса внизу, в целом это яркая картина, но по тону она средняя, потому что дымка отклоняет цветовые лучи, которые могут создать сильные блики и глубокие тени. Создайте драму с помощью света
Как и в театре, свет в картинах можно использовать для создания драмы. Направьте прожектор на кого-нибудь на сцене, и зрители сразу будут смотреть на этого человека. В своей картине «Эвредика» Дебра Дайхлер акцентировала внимание на фигуре молодой женщины. Здесь работа контраста: светлая фигура, темный фон. Всякий раз, когда контрасты преувеличены, это создает дополнительный драматизм, чем в работе, в которой все по тону среднее, в среднем диапазоне. Если сохранять свет рассеянным, чтобы не было резких бликов или резких теней, то ваша картина станет спокойнее. Еще один способ повлиять на настроение – это общее количество светлых или темных оттенков. Сцена, в которой очень мало света и, следовательно, цвета преимущественно темные, будет казаться более тяжелой и мрачной, чем более светлая картина. А картина, светлая по тону, будет казаться счастливой. Дебора Дайхлер, «Масло». Картина называется «Эвредика». Целью Дайхлер было создать драму освещенной фигуры в затемненном интерьере. Черно-белая репродукция этой картины дает нам ощущение театральности и загадочности, которое достигается за счет контраста. Первая часть 3 главы подходит к концу. Прежде всего, каждую отдельно взятую страницу я перевожу. Записываю звук, затем монтирую видео со звуком вместе, выкладываю на YouTube и вручную прописываю титры. Стараюсь рассчитать свои силы, чтобы мне было интересно этим заниматься, а вам интересно смотреть. Пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания.